Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как сплести загибку для корзинки, которая называется Изида. Она у меня будет на двойных стоечках, и плести я буду 4 трубочками. Загибка состоит из того, что мы плетем веревочку из 4 трубочек, это будет прямая веревочка, а стоечки левая укладывается, загибается и укладывается за правую, и здесь подклеивается. И каждым витком трубочки мы место приклеивания прикрываем, и его незаметно. Так как у меня стоечки разноцветные у моей корзинки, точно так же я подклеила и трубочки для плетения, чтобы у меня загибка была пестрая и более красиво смотрелась. И стоечки, и трубочки для плетения должны быть хорошо увлажнены, чтобы плетение ложилось ровно и красиво смотрелось. Я стоечки подрезала для того, чтобы их легче было увлажнить. Они у меня были достаточно жесткие, покрытые смесью лака с водой и высушенные, поэтому я наливала горячую воду, и вот так вот в пленочке они у меня оставались до того момента, пока не пропитаются и не станут более пластичными. Сейчас мы будем вот эти стоечки вот так вот на спицу опускать. Также во время плетения остаются какие-то трубочки с брака. Вот мы их будем использовать для того, чтобы за каждой вот приклеенной трубочкой для плетения зарезервировать место. Потом в самом конце на это место у нас будет загибаться последняя трубочка и стоечки, те, которые вот здесь вот в самом конце. Начинаем плетение с левой трубочки, она у нас подклеена за отмеченную стоечку. Плетем слева направо, заводя за 3 стоечки, 1, 2, 3, и накладывая поверх 3 трубочек. Здесь делаем посвободнее и заводим за свободную. На следующем этапе вот эта стоечка у нас будет загибаться к ней и ложиться параллельно. Здесь, чтобы она аккуратненько согнулась в одном месте, делаем вот так. Раз, и укладываем ее и выводим сюда к темной трубочке. Аккуратненько сразу ее тут поправляем. Здесь делаем посвободнее, потому что последние трубочки в конце будут здесь укладываться вот в этом пространстве. Делаем следующий шаг, то есть берем уже светлую трубочку и за 4-ю, за свободную. И теперь точно так же поступаем с 2 темными стоечками. Теперь вот эти 2 стоечки нужно обрезать, то есть вот так рабочую трубочку отгибаем и обрезаем прямо вровень с рабочей трубочкой. Так вот получается ровненько. И здесь капаем клей. Можно это делать вот на этом этапе, то есть перед тем, как уложить 2 трубочки, мы можем вот сюда капнуть клея, чтобы они здесь зафиксировались. И так продолжаем дальше. Здесь сразу аккуратненько поправляем. И 2 соседние стоечки обрезаем. Вот так получается сверху.
То есть здесь веревочка аккуратненько укладывается. И сзади стоечки тоже поправляем. Они у нас тут влажные. Если краска где-то трескается чуть-чуть, ничего страшного, мы потом ее подкрасим. Самое главное здесь все по рисунку поправлять. Так что так продолжаем дальше. Не забываем наращивать также трубочки для плетения. Вот у нас сюда заходит, и мы здесь максимально близко к плетению, где-то на расстоянии 5 мм отрезаем, чтобы здесь соединение тоже скрылось за последующими рядами. Доходим до отмеченной стоечки. Вот у нас последние две трубочки сюда легли. И теперь уже следующий виток у нас пойдет вот под первую. Так что вот теперь эту трубочку мы должны заправить за отмеченную. Вот сюда. Эту светленькую пока здесь оставляем. И вместо светлой у нас сюда пойдут вот эти две стоечки светлые. Все. Теперь следующая левая укладываем также по рисунку, и она у нас идет уже за светлую, вот за свободную, и вот сюда ко второй трубочке. Это у нас темная, она впереди вот так идет. Сейчас сюда мы будем следующие укладывать слои. И сюда вместо второй светлой идут вот эти две темные. И в предыдущем ряду, где мы обрезали две трубочки, теперь обрезаем 3, потому что все, у нас ряд заканчивается. Это было последнее заправление, так что все 3 обрезаем и здесь подклеиваем.
Теперь заправляем предпоследнюю трубочку, заводим ее вот сюда, опять же вот в этот кармашек, за темную трубочку. Вот так вот параллельно укладываем ровненько и заводим вместо третьей сюда. И рядом с ней вот эти две предпоследние. И также 3 штуки здесь сразу обрезаем и подклеиваем. И остается заправить последнюю трубочку. Здесь будьте внимательны, ее укладываем между двумя черными. Вот сюда ее укладываем, чтобы здесь все сошлось. И она у нас пойдет вместо последней уже светлой вот сюда. Ну и соответственно последние 2 стоечки уже идут вот вместо последней белой резервной трубочки. Пока загибка еще влажная, она поднимается, вот так чуть-чуть приподнимаем и все 6 уже здесь обрезаем. И затем все поправим по рисунку. В этом месте, где подклеивали, очень хорошо вот укладываем, вот так расслабляем, потому что здесь иначе будет заметно и то, где мы обрезали, и место вот начала, и трубочки здесь еще не высохли. Проходим и все очень аккуратненько вот так вот выравниваем. Все, я закончила. Вот такая загибка у нас получилась. Так смотрится сверху. Очень интересно смотрится сочетание, опять же, 2 контрастных цветов. И переплетаясь друг с другом в разных цветовых акцентах, загибка смотрится здесь очень гармонично и очень украшает верх корзинки. Теперь остается только пройти и замазать вот краску в некоторых местах, в которых она потрескалась.